Привет, физкультурники! Итак, мы добрались до 6-й недели. У нас до Open осталось совсем чуть-чуть. У меня сегодня 3-я тренировка 6-й недели. Привет, физкультурники! Ну что, мы наконец-то добрались до 6-й недели нашей программы подготовочной к Open. И сегодня у меня 3-я тренировка. Сегодня будет немного overhead сквотов, снэчей и после этого еще небольшой меткон. Теперь у нас до Open осталось совсем чуть-чуть, уже 26-го начинается Open. Сегодня у нас какое число? 10-е, то есть 16 дней, чуть больше 2 недель, и мы начинаем с вами Open. Надеюсь, вы делаете тоже эту программу, надеюсь, она может как-то помогает. Было бы интересно услышать в комментариях, так это или нет, и может быть что-то можно было бы подправить. С удовольствием бы послушал ваше мнение. Ну а в данный момент, друзья, давайте начнем, не будем тянуть резину. Начинаем мы с overhead сквотов. Но прежде всего, как всегда, лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Итак, друзья, пока я отдыхаю между сетами, прежде всего у меня первый это overhead squat. Будет 3 подхода, 3 по 3, 3 по 3, 3 по 2 потом. Ну, то есть, в общем-то, все вы можете увидеть в Телеграме. Окей, как я это делаю. Вам я покажу последний сет уже на самом высоком весе, который у меня есть на сегодня. И немного про Open. Те, кто не знают, да, те, кто знает, то это беседа, немного про Open. Это такой начальный соревновательный этап открытия сезона, можно сказать, открытия сезона в CrossFit Games. Он самый первый, он мировой. Его делают во всем мире, делают его онлайн, он длится 3 недели. Каждую неделю выпускается какой-то меткон, его нужно сделать как можно лучше, как можно быстрее, как можно сильнее. Это все зависит от того, какое задание. И после этого вы выкладываете свои видео туда, куда вам говорят в YouTube. Ну, это обычно на своем канале в YouTube. Окей, скидываете им ссылку, и они проверяют и дают вам от этой зависимости место то, которое вы заняли. Ну что, народ, мы закончили с overhead сквотом, мы переходим к снэчам. У нас сегодня power snatch плюс hand squat snatch. И тоже, как всегда, в Телеграме написано, что и как точно делать. У нас есть несколько сетов с весами, которые потихоньку поднимаются. И это то, что насчет самого упражнения. Насчет open. Значит, дальше мы говорим о том, что Open у нас сегодня делится на уровни. То есть есть уровни с 1 по 10. Окей? И обычно, в зависимости от вашего конечного результата по 3 меткодам, которые вы выполнили, вы попадаете в какой-либо уровень. Окей? Обычно уровни, которые продвигаются дальше на следующие соревнования, это 8, 9 и 10. Если я правильно, это 8, 9 и 10 уровни, они попадают на следующий уровень. После этого, следующие соревнования, после этого попадают только 9 и 10 уровни. И на сами Games уже попадают люди, которые входят только в 10 уровень, самые высокие. Ну что, друзья, и последнее, перед тем, как мы переходим к метконам, это какие же еще есть соревнования в кроссфите, да?
То есть после Open у нас идут Quarterfinals, после этого идут Semifinals и после этого уже сами CrossFit Games. Итак, вот те левелы, которые я объяснил раньше, что они переходят на следующий уровень, на следующие соревнования, как это соединяется. То есть вот 8, 9, 10 левел, если я, как я сказал, правильно помню, они переходят на Quarterfinals. После Quarterfinals только 9 и 10 левел, то есть это самые-самые лучшие атлеты, они переходят в Semifinals. И уже в Semifinals только 10 левел переходит на сами CrossFit Games. Это, так сказать, элит. Элит CrossFit Games, все самые крутые спортсмены, они только попадают в элит. И если я правильно помню, это только 10 уровень. Вот таким вот образом это все распределяется, окей? Поэтому, и кроме всего этого, еще есть после этого летом, я не знаю, или в этом году будут, но в прошлом они были, есть соревнования именно внутри самих левелов. То есть, скажем, я в прошлом году был на 7-м левеле, и у нас в июне, по-моему, или в июле, или в июне, я не помню, были онлайн-соревнования. То есть это тоже онлайн-соревнования, в которых ты можешь участвовать, и ты можешь проверить себя уже внутри своего левела, на каком ты уровне. Потому что когда ты получаешь левел в самом начале, вот на Open Games, да, то там ты получаешь как бы какой-то, что ты попал вот в такой-то вот левел. Ты, конечно, можешь там попробовать выяснить, на каком ты уровне между всеми своими, но ты просто, тебе присуждают левел, в который ты попал. А когда ты делаешь уже сами соревнования именно внутри левела, то ты можешь понять, на каком ты месте находишься в своем левеле. То есть ты ближе к 8-му, ближе к 6-му или где-то посередине. И вот они делают такие онлайн-соревнования уже летом. В прошлом году это было. Надеюсь, и в этом тоже будет. Вот. То есть это такие добавочные соревнования для тех людей, которые не попали как бы дальше до Games, да, но все еще хотят чуть-чуть соревноваться, и им это интересно, и вот сделали вот такие дополнительные соревнования. На самом деле очень прикольная тема. Вот так вот все это приблизительно обстоит, друзья. И кому более четко, точно интересно со всеми вот именно конкретными такими вещами, как это все, может, я где-то ошибся и неправильно помню, вот, узнать, все это можно, конечно, на сайте у crossfitgames.com узнать. Вот. Это не реклама, это просто как информация, да. Теперь, и на этом мы, друзья, с вами заканчиваем. Сейчас я буду делать меткон, последнее на сегодня. С силовыми я закончил. А на этом мы будем, друзья, с вами прощаться. Как всегда, лайк, подписка. Пожалуйста, вам не сложно, а YouTube, да, это очень полезно для продвижения. И, как всегда, увидимся в следующих видео, народ. Пока.